После предыдущего выпуска о 8 легендарных мотоциклах компании Suzuki, меня, как и многих, я думаю, заинтересовал первый спортбайк компании Suzuki T20 Super Six, выпущенный в 1965 году. Уж больно он был крут для своего времени. При объеме двухтактного двигателя в 247 кубических сантиметров инженеры Suzuki умудрились снять 25 лошадиных сил. Напомню, у Ява 638 при объеме в 343 кубических сантиметра мощность составляет 26 лошадиных сил. Плюс тогда преобладали четырехступенчатые коробки на мотоциклах, как собственно и у Явы. Пятиступки были большой редкостью, а тут Suzuki выпускают малыша с шестиступенчатой коробкой, чем шокирует мотолюбителей. Но я хочу вам рассказать о рестайлинге T20, который произошел уже через год. Модель получила обозначение Suzuki T21, или на некоторых рынках она называлась T250 Hustler, а в Америке X6. Также в зависимости от рынка внешность мотоцикла могла немного отличаться. Плюс существовала версия Suzuki X6 Scrambler, которая отличалась высоко расположенной выхлопной системой. Suzuki T250 был очень дерзким для той эпохи. Инженеры перенастроили тот же 247-кубовый двигатель таким образом, что он стал выдавать уже 33 лошадиные силы на 8000 оборотов в минуту и 30 ньютон-метров крутящего момента на 7000, благодаря чему T250 показывал неслыханную для своего класса максимальную скорость, которая составляла 170 км в час. Средний заявленный расход топлива был довольно немаленьким, 5 с небольшим литров на 100 км пути. Бак вмещал 12 литров топлива. Из-за популярности этой модели компании Suzuki пришлось увеличить производство, и на пике продаж выпускалось более 5000 мотоциклов в месяц. У нас бы, я думаю, он тоже разлетался бы как горячие пирожки, но увы. Еще одним большим плюсом T250 была раздельная система смазки CCI. Она состоит из масляного насоса с приводом от двигателя, соединенного с дроссельной заслонкой, который предназначен для обеспечения надлежащего количества масла, необходимого при текущих оборотах и открытии газа. Насос забирает чистое масло из отдельного масляного бака объемом 1,5 литра и перекачивает его по шлангам в двигатель. Suzuki улучшила эту систему в 1968 году, добавив подачу масла непосредственно в цилиндры. Компания продолжила использовать эту раздельную смазку на многих своих двухтактных мотоциклах до конца их производства. Помимо инновационной шестиступенчатой коробки и раздельной смазки, Suzuki T250 мог похвастать отличной тормозной системой, которая была, естественно, барабанной. Однако передний тормоз имел две ведущие тормозные колодки. Подвеска представляла собой переднюю телескопическую гидравлическую вилку, которая на некоторых рынках имела внешнюю пружину. Сзади устанавливался маятник с двумя амортизаторами. Сухая масса мотоцикла составляла 140 кг.
Suzuki T250 был настоящим спортбайком своего времени. Он выпускался с 66 по 72 год и продавался в некоторых странах еще несколько лет после того, как выпуск модели был прекращен. Впоследствии он был заменен в большинстве стран моделью GT250 в 73 году, а в Японии в 71, которая уже получила передний дисковый тормоз и новые головки цилиндров с фирменной системой охлаждения Ram Air от Suzuki. Выпуск о Suzuki GT250 выходил ранее, кому интересно, ссылку я оставлю в описании.